К началу II века до нашей эры Римская республика стала сильнейшим государством Средиземноморья. После завершения Второй Пунической войны в Римском Сенате взяла верх партия сторонников дальнейшего расширения Рима на восток. Тем временем государства Балканского полуострова и Малой Азии переживали не лучшие времена. Македония давно утратила величие и мощь времен Александра Великого, а также контроль над большей частью Греции. К началу новой войны с римлянами царем Македонии был Филипп V, который, в отличие от своих предшественников, имел не только амбиции, но и способности их реализовать. За 20 лет своего правления он сумел существенно расширить зону влияния своей монархии. Но в разгар войны Рима с Карфагеном Филипп выступил на стороне Ганнибала, не сумев одолеть союзников Рима на Балканах и оказать какую-то помощь карфагенскому полководцу. В 2005 году был заключен мир, который стал прологом к новой войне. После окончательного разгрома Карфагена многие римские сенаторы хотели отомстить македонскому царю. Итак, римские послы предъявили Филиппу ультиматум с заведомо невыполнимыми требованиями, согласиться с которыми он не мог. Война была объявлена в начале 2000 года до нашей эры. На Балканы были переброшены 3000 римских ветеранов, еще 1000 солдат отправились в Афины для обеспечения безопасности Аттики. Но кампания 2000 года прошла без активных действий с обеих сторон. В 1908 году до нашей эры, после избрания консулом, в Грецию прибыл Тит Квинкций Фламинин. Он был талантливым, амбициозным политиком и полководцем. В частности, большой военный опыт Фламинин приобрел на войне с Ганнибалом. Решающее сражение произошло на следующий 1907 год до нашей эры. За зиму Филипп постарался мобилизовать максимально возможное количество войск. Однако поспешность формирования отрядов сказалась на уровне их подготовки, поэтому в последующем бою было заметно отсутствие слаженности в действиях македонской армии, солдатам которой также не хватало морально-волевых качеств. Войска противников встретились в Фессалии и некоторое время продвигались параллельными курсами вдоль гряды каменистых холмов, называемых киноскефалами, по-гречески «собачьи головы». Филипп по северной стороне, Тит Фламинин по южной. Македонская армия расположилась лагерем у Меламбии, а римская у Фетидии. Ночью прошла гроза с ливнем, а утром выпал плотный туман. Римляне имели в своем распоряжении 2 легиона с отрядами союзников, всего 5000 застрельщиков и легких пехотинцев, 12 тысяч линейной пехоты и 2400 всадников италиков. К римской армии также присоединился отряд италийцев, 6000 легкой пехоты и 500 легких конников. Итого под командованием Тита Фламинина было около 26 тысяч человек. Примерно такое же по численности войска сумел собрать и Филипп V, ядром которого была фаланга сарисофоров, 16 тысяч человек, вооруженных 6-метровыми копьями. Фланги прикрывали отряды пельтастов численностью 3500 человек. Легкая пехота состояла из отрядов фракийцев и иллирийцев с луками и дротиками, всего 4000 человек. По количеству кавалерии Филипп несколько уступал противнику, но никак не качественно. Лобовое столкновение с фалангой представляло собой ужасающее зрелище, но главным минусом фаланги было отсутствие гибкости. Она была почти беззащитна при ударе во фланг и в тыл. Уязвимость фаланги должны были компенсировать отряды пельтастов на флангах и маневры тяжелой конницы. Однако при киноскефалах у македонцев не было решающего превосходства в кавалерии, а действия фаланги затруднялись холмистой местностью. Огромный шаг в развитии римской тактики произошел в ходе Второй Пунической войны, когда римская армия от фаланги перешла к расчлененному боевому порядку. Фактически сила римской армии заключалась в высоком уровне организации и дисциплины пехоты. Филипп отправил к киноскефалам разведывательный отряд в 2000 человек, а большую часть войска он направил на заготовку провианта. Тит Фламинин также решил провести разведку, отправив отряд в 1300 человек к холмам. Отряды заметили друг друга только тогда, когда столкнулись вплотную. Туман еще не рассеялся, и видимость была близка к нулевой. Завязалась стычка, в которой македоняне одержали вверх. Однако римский полководец послал к своему отряду подкрепление 1500 италийцев, с которыми римляне сумели разбить македонский отряд. В то же время командир разбитого отряда обратился к Филиппу за помощью, который прислал всю свою кавалерию, 2000 человек, и римляне были смяты. Теперь Филипп решил атаковать римлян основными силами и, перевалив через киноскефалы, навязать им бой. Во главе правого крыла, 14 тысяч человек, он отправился на гребни холмов.
Тит Фламинин также вывел из лагеря легионы и отряды этолийцев и, построив их во главе левого крыла, бросился на помощь своему авангарду. Македонский авангард подался назад, но в это время с вершин холмов уже спускалось правое крыло македонян. Их левое крыло шло вторым эшелоном, поскольку слева холмы были труднопроходимы. Свой авангард Филипп отправил на правый фланг, так как слева должны были развернуться остальные силы македонской армии. Римляне врубились в ряды фалангитов, но были отброшены. Регулярная македонская фаланга оказалась не по зубам римским солдатам. Левое крыло римлян подалось назад, затем стало отступать. Македонцам казалось, что победа близка. Но римский полководец не растерялся. Правое крыло своих войск он быстрым маршем направил на левое крыло македонцев, которое начало спускаться на равнину и еще не успело построиться. Невыстроенные в фалангу отряды Филиппа, увидев перед собой слонов и массу римской пехоты, растерялись и, не выдержав натиска, стали отступать. Пока основная масса правого крыла римлян догоняла отступающих македонян, 20 манипул атаковали фалангу Филиппа с тыла, и тут сказалось отсутствие гибкости фаланги, которая не сумела быстро развернуть свои задние ряды против атаки с тыла. Итак, фаланга сначала остановилась, а затем, атакованная с двух сторон, была разгромлена. Началась резня, в которой македонский царь спасся лишь чудом. Античный историк Полибий сообщает о 8000 убитых и 5000 плененных македонян. По его словам, римляне потеряли не более 700 человек убитыми. Вскоре после битвы при Киноскефалах Филипп запросил мира, фактически признав разгром своей армии. В результате Второй Македонской войны Македония была низведена на уровень небольшой региональной державы, пока не превратилась в римскую провинцию после Третьей Македонской войны. Тит Фламинин объявил об освобождении Греции и отпраздновал триумф в Риме, а Филипп, хотя формально остался царем Македонии, обязался все внешнеполитические вопросы согласовывать с Римом и содержать армию не более 5000 человек.